Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами продукцию от компании Beauty а точнее полигелей и верхней формы. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Также в посылке был комплимент от продавца, открытка с благодарностью за заказ и наклейки для нейл-арта. Начать мне хотелось бы с полигелей. Мне на обзор прислали два набора. Каждый из наборов в такой вот красочной, фирменной, яркой коробочке. Коробочки изначально зафальцованы. Вообще нужно отдать должное компании Beauty за то, как она упаковывает свою продукцию, насколько грамотно и тщательно. Не помню такого, чтобы у меня от них посылка пришла и какой-то товар при транспортировке пострадал. В каждом наборе по 6 тюбиков, а в каждом тюбике по 15 грамм полигелей. Все гели из серии K, и у меня в двух наборах цвета под номерами от 01 до 12. На каждом тюбике указан состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия, и изначально каждый тюбик был зафольгирован. Сейчас очень популярны дизайны с аквариумным эффектом. Именно поэтому меня и заинтересовал первый набор. Тут оттенки от 01 до 06. И мне было очень интересно, насколько же они, скажем так, прозрачны. В данных полигелях, на мой взгляд, все-таки больше гелевой составляющей, нежели акриловой. За счет этого полигели довольно легко распределяются, и они даже немного самовыравниваются. Консистенция, скажем, ближе к жидкому, если сравнивать данные полигели с другими. Если честно, хрустальной прозрачности от полигелей я не ожидала. Но вот 01 меня просто, скажем, порадовал. На сегодняшний день это самый прозрачный полигель в моей коллекции. Все остальные оттенки, они в этом наборе на вот этой вот самой основе от 01 номера. В полигеле от 02 до 06 уже, конечно, добавлен цветной пигмент, но даже при выкладке толстого слоя вот эта вот прозрачность, она все-таки остается. Все цвета я полимеризовала в 48-ваттной гибридной лампе в течение 1 минуты. И в первом наборе не было ни одного оттенка, который бы не просох даже в толстый слой. Из первого набора я могу выделить цвета под номерами 01 и 03 как самые ходовые. И я уж точно закажу себе, но только уже в большем объеме. Кстати, сейчас на платформе AliExpress началась глобальная распродажа. Представители компании Beauty предоставили дополнительную скидку для моих подписчиков по промокоду. Для того, чтобы получить дополнительную скидку, в специальном разделе «Использовать промокод» вам просто нужно ввести этот самый код. И нажав на кнопочку «Применить», сумма заказа автоматически изменится. Размер скидки зависит от суммы заказа. И, как вы понимаете, один заказ можно разбить на несколько частей, тем самым получить больше выгоду. Промокоды будут действительны до 10 января. Также все подробности будут в описании под видео. А теперь давайте рассмотрим второй набор полигелей. 07 – это молочный полигель. Да и вообще все оттенки во втором наборе имеют вот этот вот самый молочный подтон. Самый плотный по пигментации в этом наборе оттенок под номером 09. Это единственный полигель, который у меня не заполимеризовался хорошо при выкладке толстым слоем. По своим свойствам К9 ничем не отличается от своих собратьев. Единственное, в нем чуть больше пигмента, и поэтому данный оттенок лучше в толстый слой не выкладывать. Из второго набора в качестве ходовых оттенков я бы отметила 07 и 12, но мне также понравился разбеленный розовый 08 и такой вот цвет припыленной розы номер 11. Помимо того, что на каждом тюбике указан номер того или иного оттенка, также на каждом тюбике есть цветовое
обозначения, но при выкладке материала и после полимеризации вот эти вот цвета немного отличаются от реальных цветов. Лично для меня консистенция данных полигелей в работе очень удобная. Мне удобно с такой консистенцией и просто укреплять ноготки, и делать наращивание на верхние формы, на нижние формы. Мало того, сам полигель, он еще немного самовыравнивается, что позволяет сделать выкладку практически без опила. Ну и вот так выглядят все 12 оттенков с двух наборов. Верхний ряд – это первый набор, нижний ряд – это второй набор. И прошу обратить ваше внимание, насколько оттенки в первом наборе прозрачней, нежели те оттенки, которые во втором наборе. На мой взгляд, первый набор отлично подойдет для аквариумных дизайнов. Ну а теперь давайте рассмотрим верхние формы от компании Beauty Lux. Тут у меня 4 коробочки, то есть 4 разновидности верхних форм. Каждый вид той или иной верхней формы представлен в 12 размерах. И вот таких вот типс в каждой коробочке 120 штук. Сами формы пластиковые, они многоразовые. Первый набор, на самом деле у меня есть такие формы от другого производителя, и мне тут был очень важен размер. Я очень надеялась, что нулевочка будет побольше, но, как оказалось, вот прям форма от Beauty Lux, прям тютелька в тютельку, точно такие же, как и от другого производителя, то есть ничем по размеру не отличаются. Конечно же, на мои ноготки нулевочка вполне нормально подходит, все хорошо, просто сейчас я примеряю уже на нарощенный ноготок. Но вот есть у меня девочки, которым очень хорошо было бы, если бы форма была чуть-чуть пошире. Ну а самая маленькая форма, ну вот она прям совсем малюсенькая, и таких вот, скажем, мизинчиков мне еще не попадалось. Тем не менее, на мой взгляд, размерный ряд довольно неплохой. Ну вот, единственное, не хватает, вот, наверное, вот такого размера побольше, скажем так. Набор под номером 2. Тут у нас верхние арочные формы. Такие также у меня есть от другого производителя. И тут очень мне повезло, то что у компании Beauty Lux вот этот набор верхних форм, и тут нулевка, она пошире. Конечно, ну вот, на мой взгляд, вот не хватает, наверное, в таких наборах именно широких, да, размеров. В принципе, сам размерный ряд неплохой, но вот в некоторых наборах вот это вот нулевки зачастую не хватает для наращивания больших пальчиков. В общем, во втором наборе нулевка широкая, и это не может не радовать. Я очень надеялась, что и в третьем наборе, тут у нас верхние формы для наращивания миндаля, формы довольно известные, и от другого производителя вот нулевой размер узковатый, даже для меня узковатый. И вот тут на самом деле в формах Beauty Lux ситуация точно такая же. То есть самый большой размер нулевой, но вот он очень узкий. И даже на мой большой пальчик нарастить ноготок уже не так комфортно, скажем, как хотелось бы. Ну, а самая маленькая форма под номером 11, она уж прям совсем малюська, не знаю. Пока что у меня мне не попадались такие девочки с такими прям вот кукольными мизинчиками. Ну и последний, четвертый вид для моделирования арочных ноготков. И данные верхние формы используются для создания подложки. Именно этот вид верхних форм у меня самый любимый. Такие формы у меня есть от формулы Профи. Я ими довольно часто пользуюсь, и вообще верхние формы мне нравится использовать именно в качестве создания подложки, но не вот прям вот сразу раз и готовый нарощенный ноготок.
Тут и размерный ряд хороший, нулевочка хорошая, такая широкая, и, в принципе, и самый маленький размер. Ну, вот такой он, конечно, совсем малюсенький, также кукольный, но, тем не менее, то, что в наборе 12 именно размеров, подобрать можно, в принципе, под любые ноготки. Единственное, тут по поводу пластика хочу сказать, что пластик немного тоньше, но он также, в принципе, упругий. Не знаю, насколько это помешает или как-то повлияет при наращивании. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!